Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет очередной обзор посылки из Китая. На этот раз пришла вот такая вот у нас посылочка, и на канале у меня была самая тяжелая, самая большая посылка, но это, по крайней мере, на тот момент, когда я снимал видео. А на этот раз это, наверное, самая длинная посылка, которая бывала у меня на канале. Вот такая вот посылка, заказывал с Китая, стоила, по-моему, около 20 баксов. Давайте посмотрим, что внутри. Я уже тут вскрыл, потому что тут очень тугая, плотная, вернее, упаковка, ее очень трудно вскрывать простым ножиком. Я ее долго мучил и все-таки вскрыл. Давайте достанем. Это у нас, можно сказать, спорт-инвентарь. То есть в комплекте все, больше ничего у нас нету. Это у нас спорт-инвентарь. Ну, по виду многие уже, наверное, догадались, что это. Это у нас турник, который ставится в дверной проем. Тут у нас есть инструкция. Давайте сначала его достанем, посмотрим. Вот так он вот выглядит на картинке. Также он выглядит по-настоящему очень, ну не прям очень, но тяжелый достаточно. В общем-то, вот такой у нас турничок нам пришел. В общем-то, он крепится в дверном проеме. Длина его до 1 метра, по крайней мере, так указано в описании. Достаточно такой массивный, даже внушает, можно сказать, доверие. У нас тут есть вот такие вот мягкие, я не знаю даже, что это такое. Ну, поролон какой-то сделан, очень мягкий, очень приятный на ощупь. Единственное, что когда руки будут потеть, то он по-любому будет все это дело впитывать, и потом со временем станет вообще неприятным на ощупь, это 100% гарантирую. В комплекте также у нас есть такая штука. Единственный минус этого турника, то есть плюс его то, что он съемный, когда захотели тогда поставили. Единственный минус то, что для того, чтобы его поставить, нужно сделать 2 отверстия. Некоторым, возможно, это не критично, а некоторым, у кого, допустим, новые двери или двери какие-нибудь не особо хорошие, ну, вернее, не двери, а проем, то им будет критично то, что не все могут себе позволить, то, что можно вкрутить вот эти вот штучки. Нужно вот эти штучки вкрутить, вот они такие, они сразу же идут с шурупами, вернее, даже с саморезами, и оно вот крепится вот так, то есть турник все-таки опирается не на свою силу, то есть смотрите, как его конструкция устроена. То есть мы, когда его вставили, да, мы его крутим, и вот эта вот штука у нас раздвигается в стороны и как бы зажимается. Но этого ему недостаточно, для этого еще используются вот такие вот штучки, которые его держат, чтобы он не упал. То есть это сделано для безопасности. В целом турник сделан достаточно хорошо. Такой массивный, я не знаю, мне лично он внушает доверие, потому что он реально такой массивный. Я раньше занимался спортом, занимался тяжелой атлетикой, и сейчас на данный момент у меня нет времени на подобные занятия, да, в принципе даже желания особо не было. Поэтому я все-таки решил себе взять вот такой вот турничок, дома позаниматься, так скажем. Достаточно полезная штука, всем советую, стоил всего 20 баксов, по-моему, за 20 баксов он 20 баксов он точно стоит, я вам говорю. Качество в целом, ну, вроде бы хорошее, но самое главное, чтобы он был надежный, то есть, чтобы он не сломался пополам, и чтобы он, то есть, не оборвался, то есть не упал просто. Но это, конечно, зависит еще от вас. Если вы плохо закрепите, это уже будут ваши проблемы. Но в целом все хорошо. Единственный также минус, то, что он получается глянцевый. Это тут отпечатки, сразу же все это остается. Честно говоря, выглядит это не очень. Ну, в принципе, это, возможно, кому-то не критично, а кому-то, может быть, это, ну, не знаю, для критичных пользователей, возможно, это будет какой-нибудь проблемой. Но в целом такой хороший турничок, очень приятно вот эти вот подстилки. Получается, это сделано для того, чтобы на руках не образовались мозоли. Это очень даже хорошее свойство, потому что, ну, не все любят мозоли, потому что это доставляет некоторое неудобство. Вот такой вот турничок, честно говоря, я вот в этих понятиях не особо хорошо разбираюсь, поэтому я ничего говорить больше про него не буду, чтобы меня потом в комментариях не засрали, что я там что-то неправильно рассказал. Ну, в общем, такой турник заказал, где скину ссылку. Кто захочет, тот купит. Кто не захочет, тот вон. И, в общем-то, с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.